Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео хочу рассказать о том, какие 7 отличных раннеспелых сортов и гибридов желтых томатов для открытого грунта и для теплицы я решила посеять и вырастить в этом году. Надо сказать, что среди желтых и оранжевых томатов ранние и ультраранние сорта и гибриды – это редкость. В основном желтый томат, как правило, это среднеспелый томат, то есть первыми плодами можно наслаждаться где-то в середине лета, если вы будете их выращивать в открытом грунте. Желтоплодные томаты – мои любимчики, потому что большинство из них имеет очень сладкий вкус и тонкую кожицу. Есть такой томат – одно удовольствие. Я обожаю делать томатный сок из таких томатов. Желтый помидор определяет невероятно красивый цвет этого сока, буквально солнечный. Когда-то несколько банок такого желтого томатного сока я отвозила в качестве презента маминой сестре. Так она подумала, что это апельсиновый сок. Была очень удивлена, что в стеклянной банке оказался тривиальный сок из помидоров. Но зато какой! Золотисто-желто-оранжевого цвета. Пить его было настоящим удовольствием. Но начну, пожалуй, из низкорослых и среднерослых желтоплодных томатов. Под первым номером томат Yellow River F1. Томат Yellow River – это раннеспелый, низкорослый томат селекции американской компании United Genetics. Я уже выращивала этот желтоплодный томат в прошлом сезоне и осталась очень довольна. Последние томаты из этого урожая мы съели буквально на прошлой неделе. Садила я всего 10 растений, плоды солила и консервировала. Наверное, если бы посадила больше, они были бы до сих пор. Вегетационный период 95-105 дней с момента посева семян. Yellow River прекрасно растет и в открытом грунте, и в теплице. Он практически не болеет, не очень требователен к плодородности почвы, и можно выращивать его без всякой подвязки. Высота куста примерно 60-80 см. Томаты на кусте вяжутся дружно и созревают дружно, несмотря на то, что Yellow River считается раннеспелым, а такие томаты, как правило, быстро отдают урожай и затем усыхают. У меня в теплице он плодоносил практически до конца октября. Надо было только излишние пасынки убирать, чтобы не жирел. Плоды небольшие, 60-75 грамм, сливоподобные, практически лимонно-желтого цвета. Их очень много. Кожица у томата твердая, мякоть мясистая, но не очень мягкая. Я бы сказала, даже немного жестковата, но на вкус очень сладкая. Сока в этих томатах тоже немного, потому что у селекционеров, очевидно, стояла задача сделать плоды как можно более транспортабельными. Этот желтый томат можно использовать и для свежих салатов, и для консервирования, и для солений, и для продажи на рынке. В ящике в большом количестве он выглядит так, что просто глаз не оторвать. Цена за 10 семян примерно 25 гривен. На втором месте желтоплодные томаты хурма. Томатов сорта хурма на рынке семян желтых томатов великое множество. Но не все они заслуживают на ваше внимание. Покупая семена этого сорта томата, обратите внимание на название компании, автора сорта. Лучше, если это будет Седек. Томаты хурма селекционной компании Седек – это среднеранний сорт томатов, даже не желтого, а практически оранжевого цвета, с нежным и сладким вкусом. Это среднеспелый сорт, то есть томат среднего срока созревания. В аннотации обычно указывают, что это низкорослый сорт, но на самом деле это не совсем так. Желтые томаты хурма среднерослые, полудетерминантные, высотой примерно до 1 метра, кусты слабо облиственные. Плоды идеально подходят для свежего употребления, благодаря особой сладости. Это один из лучших десертных сортов томатов. Растение довольно неприхотливое, его любят огородники. Томаты хурма хорошо продаются и на рынке,
и довольно хорошо хранятся. Вес одного плода 250-300 грамм. Мякоть очень сладкая, с минимумом кислинки. Хурму не выращивают в теплице. Это томат для открытого грунта, среднерослый. Он любит много солнца, много тепла. В таком случае вы получите очень сладкие плоды. Растение устойчиво к грибковым инфекциям, но любит питательный грунт. Если вы посадите эти томаты в почву, богатую органикой, то урожай будет довольно внушительным. Семена достаточно дешевые. Теперь перейдем к высокорослым, индетерминантным желтоплодным томатам, которые есть в моем списке для посева в этом сезоне. Под первым номером Фантина F1. Желтоплодные томаты Фантина F1 – новинка среди мини-томатов. Это индетерминантный средне-ранний гибрид мини-сливочка с плотными желтыми плодами селекции компании Issasem, Италия. Этот томат лучше выращивать все-таки в теплице, чтобы раскрыть весь его потенциал. Растение высокорослое, около 2 метров в высоту, но куст компактный, по всей высоте зависть будет развиваться равномерно. Это гибрид. Его отличительная особенность – устойчивость к вертицеллезу и фузариозу, к вирусу томатной мозаики. Первые зрелые плоды можно дегустировать уже через 90 дней после появления всходов. Плоды ярко-желтые, весом до 30 грамм, вкусные, сладкие, очень сочные и ароматные. Кожица томатов не растрескивается, урожай хорошо хранится и прекрасно подходит для реализации в свежем виде, для консервирования, квашения и приготовления свежих салатов. Семена достаточно дорогие, цена 5 семян около 65 гривен. На втором месте среди высокорослых индетерминантных желтоплодных томатов у меня томаты Nessie F1. Томаты Nessie селекции японской компании Kitana Seeds – это ранний высокоурожайный высокорослый гибрид томатов коктейльного типа. Период созревания около 70 дней, отличается массовым плодоношением. Этот желтоплодный томат очень неприхотлив в уходе, может выращиваться в пленочных теплицах. Растение хорошо плодоносит, легко справляется со стрессовыми условиями выращивания и устойчиво к множеству заболеваний. Томаты желтые, круглой формы, среднего веса, относительно небольшие, вес около 50 граммов. Плоды можно собирать и отдельно, и целыми кистями. На вкус томаты сладкие, плотные, отлично транспортируются, их можно использовать в свежем виде и для приготовления сока. Цена за 5 семян 33 гривны. Под третьим номером красавчик желтый томат Бенигара. Томат Бенигара может быть настоящим украшением вашей теплицы. Это индетерминантный, высокорослый, высокоурожайный ранний гибрид, который тоже выведен японской селекционной компанией Kitana Seeds. Томаты Бенигара можно выращивать и в первом, и во втором оборотах. Это довольно крепкое растение. Кисти томатов очень красивые, помидорчики сливоподобной формы, яркого желтого окраса. Вкус очень хороший, плоды имеют плотную структуру, вес каждого помидорчика в среднем 180 грамм. Собирать эти желтые томаты можно как отдельно каждый плод, так и целыми кистями. Из урожая Бенигара получается отличный томатный сок янтарного цвета, томатная паста, вкуснейшие салаты и консервированные помидорчики. Томаты хорошо транспортируются и хорошо реализуются на рынке. Семена, к сожалению, тут тоже не из самых дешевых, но в 2 раза дешевле, чем семена красноплодных томатов-гибридов из этого же сегмента. Цена 5 семян около 28 гривен. Теперь хочу рассказать о том, какие крупноплодные желтые томаты я буду выращивать в этом сезоне. Здесь у меня всего 2 любимца. Под первым номером томаты Ямамото F1. Это ранний крупноплодный желтый томат, все той же селекционной компании Kitana Seeds, первые плоды которого можно собирать уже через 90 дней с момента появления первых всходов. Кстати, вы заметили, практически все желтые гибриды из линейки желтых томатов представлены только японской селекционной компанией. Думаю, вывод напрашивается сам собой. Европейцы, очевидно, не очень любят желтые томаты,
а вот в далекой Тихоокеанской Японии их особенно ценят. Томаты Ямамото – это высокорослое растение, индетерминантный томат. Их можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Плодоносит куст достаточно долго. Плоды крупные, округлоплоские, золотисто-желтого цвета. Средний вес томата 250-300 грамм. Томаты очень вкусные. Это гибрид. Он очень устойчив к растрескиванию, ко многим грибковым заболеваниям, стрессовым условиям выращивания, хорошо переносит транспортировку на дальнее расстояние и идеально подходит для свежего употребления и для реализации в свежем виде. Цена за 8 семян 33 гривны. И под вторым номером крупноплодный микадо желтый. Это еще один мой любимчик среди крупноплодных желтых томатов, так сказать, в качестве заключительного сюрприза. Микадо желтый у меня в списке посевов, наверное, уже лет 10. Это среднеранний сорт, который привлекает огромным размером плодов, сахарным вкусом и простотой выращивания в открытом грунте. Очень вкусный, сочный, тяжелый сортовой томат. Плоды огромные, весом 400-600 грамм, сочные и сладкие. Созревают они достаточно рано, на 2-3 недели раньше, чем, например, микадо розовый. Кусты высокие, где-то 1,5-2 метра. На каждой кисти завязывается 3-4 плода. Это сортовой томат, поэтому он не очень устойчив к грибковым заболеваниям. К тому же и плоды у него довольно сладкие, а значит могут быть питательной средой для грибковых инфекций. Поэтому я, чтобы сохранить растения здоровыми, каждые 2 недели обрабатываю их содовым водным раствором. Так томаты созревают полностью и не болеют. Микадо желтый – идеальный томат для свежего употребления, для салатов, для сока. Хранится он, правда, недолго, транспортируется на дальние расстояния тоже не очень хорошо, потому что имеет тонкую кожицу. Однако в моем арсенале он есть каждый год, потому что ни один из других крупноплодных желтых томатов не может его заменить. Семена микадо желтого довольно дешевые, 20 семян стоит всего 3 гривны. Но это не причина, чтобы ему не доверять и не выращивать. Ну что ж, надеюсь, мой обзор вкусных и очень урожайных желтоплодных томатов будет для вас познавательным. Кстати, пора нажать на кнопочку подписаться, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. И не забудьте поставить лайк, это очень важно для развития канала. В следующем видео хочу поделиться своим списком среднеспелых желтых томатов, которые отличаются особой мясистостью и чудесным вкусом. Заходите, будет интересно! Всем мирного дня, скоро увидимся!